Новость, без которой нельзя начать наш сегодняшний разговор. Вчера по главному для всего московского региона НПЗ в Капотне прилетел беспилотник. Какие именно там разрушения, это, как всегда, область спекуляций. Все, что мы знаем точно, завод работу приостановил и ярко горел. Сложно вообразить в России какую-то большую ненормальность, чем прилет по НПЗ прямо в Москве. Именно такая степень ненормальности, ставшая нормой, это фон, на котором пройдут грядущие выборы в Государственную Думу. Владимир Путин как раз вчера назначил эти выборы на 20 сентября. Нынешняя электоральная кампания происходит в беспрецедентно плохих для режима обстоятельствах. Собственно говоря, прежде чем описывать предвыборную ситуацию, стоит сделать краткий обзор этих обстоятельств. Ну, кроме, собственно, горящего НПЗ в Капотне и других подобных. Первая и самая плохая новость для путинской системы за последний месяц, которая будет иметь максимальное значение как раз к осени, это примирение Дональда Трампа с Ираном. Ведь как только об этом перемирии, об открытии Ормузского пролива стало известно, достаточно достоверно, мировые цены на нефть ожидаемо сразу пошли вниз. Важно понимать, война США с Ираном, закрытие Ормузского пролива, прилеты по крупнейшим авиационным узлам Ближнего Востока, в первую очередь по аэропорту Дубая, рекордные цены на нефть, которые держались больше 100 дней. Все это события, которые задним числом отменить нельзя. Бардак на рынке нефти, выраженный в резком росте цен и локальных дефицитах топлива, продолжался целый квартал. И компании, которые успели за это время разориться, завтра обратно не откроются. Самый известный здесь пример – американский лоукостер Spirit Airlines. Инвестиции, которые в это время не были сделаны, обернутся отсутствием рабочих мест и сокращением совокупного спроса. Инфляция, которая за это время успела разогнаться на всех ведущих рынках, в США и Европе в первую очередь, не отменится. Цены уже выросли, потребление и экономический рост точно сократятся. Сейчас продолжим. Сначала напомню, по ссылке в описании мы собрали актуальные способы по обходу ограничений интернета, а также сделали наш собственный рейтинг VPN-сервисов, который ежедневно обновляется. И вы можете посмотреть, какой сервис на данный момент работает лучше прочих. Итак, произошедшее назад отмотать не получится. Те рейсы, которые авиакомпания Люфтганза уже изъяла из маршрутной сетки, за которые уже вернула деньги, немедленно не вернутся. А значит, пилоты, бортпроводники, наземные техники, все причастные отработают меньше часов, получат меньше денег, меньше будут потреблять. Перестать заливать керосин в глаза, чем в масштабе глобальной экономики занимался Трамп целых 3 месяца, это дело хорошее. Но если вы перестали такое делать только вчера, это не значит, что завтра ваш организм восстановится. Если экономика еврозоны закончила квартал в чистой рецессии, то некоторое время произошедшее продолжит сказываться на инвестициях, на занятости, на потреблении. Будет влиять и на спрос на нефть в том числе. Да, рост – это естественное состояние мировой экономики. Она очухалась после ковида, очухается и после Трампа. Но это произойдет не за квартал и не до конца года. Цена на нефть же – это в первую очередь производная от ее потребления. Потребление же нефти – производная от роста мировой экономики. Поэтому вполне разумно ожидать, что в ближайшие месяцы цены просядут ниже довоенного уровня. Ведь с одной стороны на рынок хлынут небывалые объемы нефти, а с другой – потребители продолжат очухиваться от понесенного за 3 месяца ущерба. 60 довоенных долларов – это была равновесная цена для глобальной экономики в довоенном ее состоянии. Цена с учетом того, что Иран находится под санкциями и не может полноценно торговать нефтью. Равновесная цена для большего потребления и меньшего производства, чем будет сейчас. Почему нам настолько важны именно несколько ближайших месяцев? А потому что российское государство подходит к выборам. Причем с проблемами по всем направлениям. С очень неуспешной войной. С фронта приходят только плохие новости. Даже номинальное продвижение остановилось. С дефицитом бюджета, который явно вышел из-под контроля, превысив все плановые значения. С ростом цен, с топливным кризисом, с отключением связи и блокировками интернета. Перечислять через запятую можно еще долго. Тут все знают. Но единственная хорошая новость была в том, что Путин внезапно стал получать избыток бесплатных нефтедолларов. Это не особо помогло. Бюджет, сверстанный исходя из $59 за баррель, только наращивал дефицит даже в те месяцы, когда нефть устойчиво держалась выше 100. Что говорит о том, насколько правительство при планировании бюджета неадекватно оценивало экономические перспективы этого года.
Тем не менее, какое-то количество бесплатных нефтяных миллиардов точно лучше, чем их отсутствие. Тем более, когда правительство пытается какие-то уж совсем смехотворные гроши наскрести. Десятки и сотни миллиардов рублей. Каждый лишний миллиард долларов, совершенно точно не лишний. Сложно оценить, какой был бы дефицит в апреле-мае, насколько больше пришлось бы одалживать по ОФЗ, если бы этой нефтяной премии не случилось. Но теперь ей придет конец. Нефть дешевеет прямо на глазах. Не будет никаких причин для временного ослабления санкций, введенного на период кризиса, и вернутся издержки теневого экспорта. Прямо аккурат под выборы у нас намечается идеальный шторм. Элла Памфилова в припадке незамутненной искренности обещает гражданам отключение интернета на все время выборов и просит по этому поводу не роптать. Приток бесплатной валюты, который хоть как-то помог стабилизировать ситуацию, резко закончился. Украинские удары по сырьевой инфраструктуре никуда не денутся. И можно лишь представить, какой будет ситуация с логистикой, с ценами в августе, когда начнется сбор урожая и сезонный пик потребления топлива. И это еще не все. К этой и без того непростой ситуации прилагаются специфичные представления второй службы по защите конституционного строя ФСБ о том, как следует готовиться к выборам. У этих ребят никуда не денется детская травма от умного голосования. Они будут носиться с топором по интернету и блокировать все, что пока не успели заблокировать. Любой сервис, где есть хоть что-то похожее на чат, включая игры по типу 3 в ряд. Это все кандидаты на блокировку. А то еще, не дай бог, узнают, что на Авито некоторые граждане друг с другом общаются через кота. Если будет момент, когда от российского интернета постараются оставить рожки да ножки, сделать его непригодным для использования без коллекции VPN, то случится это ровно под выборы, чтобы отдельно порадовать избирателей. Зловредная агитация беглых врагов народа, бессмертный замысел Алексея Навального будет мерещиться за каждым приложением с прогнозом погоды. От холодильника до навигатора. Все, что может ходить в интернет, это потенциальная лазейка для врагов. Введение сбора на электронику, повышение коммунальных платежей, все плохие новости, которые правительство может отложить на после выборов, оно постаралось туда отложить. Но урезонить защитников конституционного строя, не дать им выбесить избирателей окончательно, на это власти нет ни у правительства, ни у администрации президента. Здесь прервемся на рекламу. Сейчас продолжим. Количество заблокированных ресурсов растет. Недавно полицейские Сургута отчитались, что за полгода нашли 40 экстремистских ресурсов. И отправили список в РКН. Тем временем маркетплейсы из-за блокировок VPN теряют пользователей. По некоторым оценкам, продажи уменьшились на 7 миллиардов рублей. Если вы хотите сохранить доступ и к заблокированным ресурсам, и к маркетплейсам, поставьте себе VPN с раздельным туннелированием трафика, чтобы он включался, когда вы заходите на YouTube или в Telegram, а во всех остальных случаях вам не мешал. Еще важно, чтобы у VPN-сервиса было отдельное приложение, и он не был зависим от доступности Telegram. Обоим критериям отвечает PaperVPN. Это сервис от команды петербургского независимого медиа «Бумага». Они следят за равномерным распределением нагрузки на серверы, поэтому соединение стабильно и видео в Full HD загружается моментально. Можно комфортно смотреть и любимые каналы на YouTube, и рилсы, и кружки в чате с друзьями. Кстати, вы и ваши друзья могут пользоваться одной подпиской на PaperVPN, а на безлимитном тарифе не будет ограничений и по трафику, и никаких переплат за дополнительные гигабайты. Сервис на рынке уже 4 года, успешно пережил несколько волн блокировок, а его надежность подтверждают тысячи положительных отзывов. При этом цены стартуют от 120 рублей в месяц. Но выгоднее всего взять безлимитный тариф на 2 года. С промокодом КАЦ будет скидка в 10%. Если вам что-то не понравится, в течение первых 30 дней можно вернуть деньги через поддержку, и никаких вопросов вам задавать не станут. Отдельно напомню, покупать VPN в России легально. Так что подписывайтесь на PaperVPN. Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите рекламу. Она позволяет каналу оставаться независимым. Продолжаем. Выборы будут проводить как спецоперацию, и председатель ЦИК этого особо не скрывает. Им придется совершить почти невозможное. Убедить людей, что они еще 5 лет мечтают жить в режиме, где спецоперацией является все. Где нет вообще никакой жизни в нормальном режиме. Где везде и все чрезвычайная ситуация.
Проведение праздника в центре Москвы. Парад Победы – спецоперация. Обеспечение топливом заправок – спецоперация. Поиск денег на текущие счета правительства – спецоперация. Нужно ведь забирать у кого-то бизнес, как-то в аварийном режиме его продавать. Чем не спецоперация? Почему отменили военно-морской парад в Питере? Потому что, говорит государство, сейчас такие времена, что не до этого. Любой гражданин тут не может не задуматься, а будут ли какие-то другие времена? Будут ли какие-то такие времена, что ты покупаешь билеты с Шереметьево в Стамбул, в Сочи, в Новосибирск, неважно куда, и точно знаешь, что улетишь, что аэропорт не закроется, что самолет не придется отправлять на запасной в Питер, что ты не будешь спать сутки на полу терминала? Будут ли какие-то такие времена, что ты едешь по делам и прямо посреди какой-нибудь хорошей московской трехуровневой развязки у тебя не отрубает связь и навигацию? Потому что в Чертаново решили провести фестиваль варенья, и это теперь тоже спецоперация. Будут ли какие-то такие времена, чтобы гражданин знал, я могу заправиться в любой момент, и мне не надо запасать топливо впрок, чтобы он, как раньше, мог об этом даже не задумываться, чтобы бензин в баке не был его персональной спецоперацией. Вот какие такие времена наступят, когда начальство перестанет без конца рассуждать, как бы забрать деньги у граждан? Может, появятся какие-то другие экономические новости, кроме новых налогов? Может, люди будут уверены, что банк через 2 года отдаст им депозит деньгами, а не обещаниями заплатить когда-нибудь после войны? Когда мы говорим про выборы и про рейтинг «Единой России», надо помнить главное. Власть не может предложить людям возвращение к нормальности. Даже на уровне обещаний, на уровне формальной программы не может. Идея о том, что вот это все должно закончиться, что мы живем как-то неправильно, с этой войной, блокировками, ростом налогов, бесконечными запретами и ограничениями, и жить надо как-то иначе, такая идея не может быть выражена в программе правящей партии. Это лютая оппозиционщина на грани с уголовщиной. Тут явный конфликт политтехнологии с реальностью. Любой человек, который откроет опросы, сделает вывод. Люди хотят прекращения войны, без разницы на каких условиях. Людей бесит цензура и отключение интернета. Люди реально переживают за свое экономическое будущее. Но ни о чем из этого «Единая Россия» говорить не может. Единственное предвыборное предложение заключается в том, что все будет продолжаться как есть. И все понимают, что продолжаться как есть, значит становиться хуже. Естественно, в такой ситуации любое предложение, которое хотя бы выглядит альтернативным, сразу же привлекает большую симпатию. Даже если предложение это выращено в пробирке Кириенко в абсолютно стерильных условиях. Что такое партия «Новые люди», которая по опубликованному вот этому Зеленским прогнозу должна к выборам взлететь? А это такой союз правых сил курильщика. Суббренд администрации президента, который типа должен нравиться городскому среднему классу. У путинского режима есть одна понятная родовая травма. Россия в высшей степени урбанизированная страна, которая уже очень давно живет в постиндустриальной экономике. Средний россиянин обитает в крупном городе с населением от 500 000 и больше. Средний россиянин занят в сфере услуг. При этом, если мы послушаем, о чем говорит Путин, и представим, к кому бы это могло быть обращено, то обнаружим, что разговаривает Путин и вся его система с Россией рабочих и крестьян. Вот эта вся неоконсервативная тягомотина, борьба за традиционные ценности, запрет абортов, гомофобия, демонстративная религиозность, национализм – это все направлено на избирателя, который в России составляет абсолютное меньшинство. Типичный россиянин не рабочий с УВЗ и не кубанский крестьянин. Типичный россиянин – это менеджер по продаже финансовых продуктов из Москвы, Питера или Екатеринбурга. Интересы этого человека не то что не имеют политического представительства. В России ничьи интересы его не имеют. Но повестка дня типичного россиянина даже никем не проговаривается. Власть, которая очень сильно не любит городских хипстеров и ждет от них подвоха, правит в стране, где городских хипстеров львиная доля населения. Не надо быть великим политтехнологом, чтобы увидеть это противоречие. Всем понятно. Любая политическая сила, которая пойдет разговаривать с горожанами о проблемах горожан, о налогах, тарифах, застройке, экологии, коррупции, о малом и среднем бизнесе, свободе слова, доступности жилья, защите прав и так далее, не об Америке, молитве и посте. Такая сила без особого труда станет властью. Ровно поэтому, начиная с 2011-го, на каждых выборах есть специальное праволиберальное чучело.
Михаил Прохоров и «Правое дело», Борис Титов и «Партия роста», теперь вот Владислав Дованков и «Новые люди». Все эти партии и лидеры нарочно максимально безлики. У них всех харизма продавца из МВидео. Они все за километр обходят любую чувствительную тему. Они демонстративно лояльны и делают все, чтобы за них никто, не дай бог, не проголосовал. Их программа всегда очень абстрактна. Типа «мы за бизнес» или «мы за технологии и интернет». Никогда не будет никакой конкретики. Никогда такая партия не скажет, что лучший способ помочь малому, среднему и крупному бизнесу просто разогнать ФСБ нахрен без остатка, а здание на Лубянке превратить в музей, что станет прекрасной экономической реформой. Ничего такого они не скажут. А то, чего доброго, можно еще и выборы случайно выиграть. У каждой партии из системной оппозиции своя роль. КПРФ должна пахнуть бабушкиной квартирой с югославским диваном и едва ли не целоваться со Сталиным. ЛДПР должна публично составлять расстрельные списки, а партия горожан должна быть максимально ни о чем. Но именно вот эти ни о чем в текущих условиях становится довольно опасным. Это какой-то привет из 2010-го, из мирного и безопасного времени. У нас был президент Медведев, тумбочка из Икеи в теле человека, который просто говорил какие-то правильные вещи, ни к чему не призывал, империи не строил, ядерной войной не грозил. Разговаривал не как ожившая мумия, а как сосед по офисному столу, как приятель в баре, как нормальный современный горожанин. Абсолютный хит российского проката того года – фильм «О чем говорят мужчины». 4 мужика в течение 1,5 часов обсуждают, как изменять женам, не привлекая внимания санитаров. Этим исчерпываются их проблемы в жизни и их стремления. Таков герой нашего времени. Не зэк, ушедший на СВО, а состоятельный офисный работник, самая большая проблема которого – дочь уронила горшок. Горшок упал на пол, не беспилотник на балкон. Хорошие ведь были времена, когда было ни о чем. Безо всякой движухи. Когда мы знали, что в Орловской области есть село Бельдяшки, а о том, что в Запорожской области есть поселок Малая Токмачка, не знали. Очень понятно, почему именно популярность новых людей сейчас растет. Это максимально выхолощенная партия, безликая, как китайский смартфон. Но именно это делает ее артефактом прекрасной России прошлого, где никто не собирается с Америкой мир делить, с Литвой воевать, где никто не ждал мобилизации. Зато доллар был по 30, а новый Ford Focus стоил меньше $500 000. Когда каждый день новая трагедия или ожидание новых трагедий, скучные немногословные люди в костюмах, а не в камуфляже, становятся очень привлекательным предвыборным предложением. Хотят они им быть или нет, уже не важно. А главное, предложение это легально и встроено в систему выборов, которую власть сама для себя придумала. Новые люди – это как салат в Макдональдсе. Макдональдс существует не для торговли салатом. Он существует, чтобы набить вас сахаром и жиром. Но салат заказать можно, по морде за это не дадут. Голосование за такую партию, агитация за нее – это не поход на митинг, не банковский перевод экстремистской организации, но абсолютно легальное дело. Выбор из предложенных самой же властью вариантов. Если же ситуация к 20 сентября дойдет до некоторой ручки, а она, судя по всему, собирается до нее дойти, если в открытых урнах обнаружится результат настолько аховый, что его придется полностью переворачивать, не только в Москве, как 5 лет назад, а по всей стране, если окажется, что «Единая Россия», партия под слоганом «Россия может воевать еще 20 лет», займет на конкурсе лузеров 2-е место, не сможет изобразить даже номинального большинства в созданной под себя системе, все это станет готовой почвой под новый 2011, под большой конфликт общества с властью. Только тогда у власти было денег больше, чем она могла потратить. Не было затяжной неуспешной войны. Не стояли очереди на заправках. Не горели заводы. Не звучала воздушная тревога каждый день. Бюджет не был на грани дефолта. Тогда людей разозлило то, что их обманули. Но их жизнь все равно становилась лучше и богаче. Стабильность действительно выглядела более привлекательной, чем революция. На улицах Москвы митинговали злые, но благополучные люди. Сейчас власть не может предложить никакой стабильности. Сейчас граждане, пусть на интуитивном уровне, но понимают, если выборы для начальства пройдут тихо и спокойно, то оно вконец охренеет. Все, что оно опасалось сделать, от мобилизации до конфискации вкладов, все это из ушей полезет.
Если есть момент, когда безо всяких гарантий, но можно попытаться пошатнуть ситуацию, показать системе, что она уже не имеет опоры и стоит обеими ногами над пропастью, то это именно осенние выборы. Выборы, к которым режим подходит в ситуации идеального шторма, когда почти все плохое, что могло случиться, как раз и происходит. Моментом этим обязательно надо пользоваться. Явно падающую Единую Россию надо подтолкнуть. Когда будет еще один такой момент, в котором все обстоятельства, все тренды так идеально сложатся, мы не знаем. Мы не знаем, когда еще получится заставить режим совершить все самоубийственные ошибки. Но сейчас такая возможность появляется, и надо ею пользоваться. До завтра.